Привет, друзья! С вами Татьяна. Сегодня я поделюсь своим опытом переделки комода Rust от IKEA. В этом видео я в деталях расскажу о своей работе над этим проектом, чем вдохновлялась, какие материалы и техники использовала. В конце ролика я также расскажу о затратах, которые потребовала переделка. Надеюсь, это видео станет полезным и вдохновляющим для вас. Приятного просмотра! Комод Rust очень популярный предмет мебели у декораторов, дизайнеров и просто любителей переделок своими руками. Я выбрала комод Rust в первую очередь потому, что для меня важна экологичность мебели. Комод Rust от IKEA выполнен полностью из массива сосны. Он не имеет никаких специфичных пропиток, которые могут негативно повлиять на здоровье. Для аллергиков вроде меня это настоящая находка. Кроме того, мебель без отделки подобна чистому листу, который может стать чем угодно в наших руках. Он может быть выполнен абсолютно в разных стилях и цветовых решениях. Мы можем сделать из него почти все, что только захотим в соответствии с нашим вкусом и особенностями уже существующего интерьера. Еще одна действительно классная вещь – это то, что сделанный нами комод будет абсолютно уникальным, единственным в своем роде. При этом цена базового комода невысока и не опустошит наш бюджет, что тоже очень важно. Сразу скажу, я оказалась очень довольна и самим комодом Rust, и процессом работы над ним, а также полученным результатом. Ну а теперь мне не терпится поделиться с вами этим увлекательным опытом. Я начала со сборки каркаса. Но если вы хотите покрасить комод полностью вместе с внутренними деталями, то лучше сделать это заранее, до сборки. Комод довольно легко собирается по инструкции, как и вся мебель IKEA, и это безусловно радует. После сборки каркаса комод покрывается грунтом. В моем случае был использован блокирующий грунт Zinsser, который остался после ремонта. В принципе, подойдет любой грунт, который предназначен для отделки дерева. Но так как комод сделан из сосны, а это очень смолистое дерево, то после покраски он вполне может пойти пятнами. Особенно заметно это может быть на светлых поверхностях. Блокирующий грунт хорош тем, что препятствует выходу смолы в красочный слой. Теперь приступаем к грунтовке ящиков. Я собираюсь красить только переднюю часть ящиков, поэтому грунтовку наношу только на фасады. Прогрунтованные поверхности я совсем немного зашлифовала наждачной бумагой, чтобы придать им гладкость. Убрав остатки пыли, можно приступить к покраске. Свои комоды я красила специальными красками для мебели. Для каркаса я использовала краску марки Mirabella, а для фасадов вернинские краски. Если кому-то интересны названия оттенков, которые я выбрала, загляните в описании к видео. Для покраски идеально подходит небольшой велюровый валик. Конечно, для труднодоступных и мелких деталей удобнее использовать кисточку. В моем случае для получения качественного результата хватило всего 2 слоев краски. Теперь каркас можно отставить в сторону. Мы приступаем к декорированию, покраске и росписи ящиков. Для декора ящиков я использую многоразовый трафарет на клеевой основе и рельефную пасту. С их помощью я хочу создать объемный узор под будущие ручки комода. Пасту было бы гораздо удобнее наносить мастихином, но за неимением такового я использовала простую пластиковую карточку. Как видите, получается не хуже. После каждого использования трафарет нужно хорошенько промыть водой, клеевой слой не пострадает.
Своему объемному рисунку я позволила просохнуть в течение суток. Затем слегка зачистила наждачной губкой и, удалив все крошки и пыль, приступила к покраске. Как и в случае с каркасом, для получения ровного цвета хватило 2 слоев. По моей задумке, центральную часть ящиков будет украшать роспись в средневековом стиле. Для этого я нанесла на фасады разметку с помощью линейки и карандаша. Чтобы ровно нанести краску, я использовала малярный скотч. Также я запланировала, что у сюжетных вставок будут золотые рамки. Здесь мне снова пригодился малярный скотч. И хотя краска все равно выступила за пределы скотча, меня это вполне устроило. Слегка небрежный вид неплохо вписался в мою стилистику. Мне захотелось сделать рельефный узор несколько более объемным, и я решила подчеркнуть его оттенками золота. Я нанесла акриловую золотую краску практически сухой кистью по макушкам рельефа. В дальнейшем это решение себя оправдало. Под лаком рельеф проявился ярче и составил эффектное сочетание с золотыми рамками и ручками комодов. Теперь о росписи. Надо сказать, я являюсь поклонницей социальной сети Pinterest. Там я собираю самые разные идеи для вдохновения. В частности, я очень люблю средневековое искусство, особенно средневековую книжную миниатюру. Именно она послужила вдохновением для создания моих комодов. Для своего проекта я выбрала изображение птиц из так называемого абердинского бестиария, известного иллюминированного сборника XII века, а также изображение козерога за авторством французского миниатюриста мастера Анаре, относящиеся к XIII веку. Конечно, эти изображения я стилизовала, можно сказать, осовременила. Я сделала наброски, затем эскизы будущих сюжетных вставок и приступила к росписи.
Ручки на комоде я решила не менять. Использовала родные ручки, которые идут в комплекте, но я решила их задекорировать, покрасить золотой краской и затем нанести золотую поталь. Они получились интересными, яркими и необычными. У меня не было задачи полностью покрыть их поталью, и в итоге я нанесла ее не идеально ровно, что придало ручкам слегка рустикальный вид. Вообще это делается с помощью специальных лаков, но я использовала тот же лак, которым впоследствии покрыла и сами комоды. Пошагово это выглядит так. Наношу золотую краску, после высыхания покрываю лаком. Когда лак чуть подсыхает, наношу поталь, а затем покрываю финишным лаком в 2 слоя. Ну вот, моя работа завершена. Осталось лишь покрыть детали комодов лаком и собрать. Я использовала полуматовый лак на водной основе Tecnos. Мне очень нравится этот лак, я часто с ним работаю. Он быстро сохнет, прочный и практически не имеет запаха. В моем случае оказалось достаточно 2 слоев лака. Теперь осталось собрать все детали воедино и любоваться результатом. Приведу ориентировочные цены на материалы, которые потребовались мне для переделки. Конечно, материалы могут варьироваться, безусловно, что-то можно заменить, исключить или наоборот добавить. Понятно одно: эти расходы не идут в сравнение с затратами на покупку готовой дизайнерской мебели. Тем более, как я уже и говорила, все в наших руках, и мы можем сделать именно ту мебель, о которой мечтаем, и которая идеально подходит для нашего дома. Это мое первое видео, но я планирую продолжать делать что-то необычное и интересное и делиться с вами. Если вам понравился мой проект, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Буду рада вашим комментариям. Всем удачи и вдохновения!